Дорогие друзья, присоединяйтесь. Сегодня мы с вами будем вязать уникальный авторский прием на основе столбика с 4 накидами. Также под видео будет ссылочка на авторские разработочки. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Я выполнила цепочку из 32 воздушных петель. Далее очень внимательно я буду выполнять подготовительный ряд. Я выполняю воздушную, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку и буду провязывать столбики без накида до конца моего ряда. Очень просто. Раппорт ширину нашего узора 5 петель, раппорт высоту 2 ряда. Я набрала цепочку, исходя из 6 раппортов. 5 6 это 30 петель, и 2 петли я добавила для создания полотна. Я начинаю выполнение ряда моих приемов. Я выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель подъема. Работу разворачиваю. И мои приемы будут основаны на столбике с 4 накидами. Я выполняю 4 накида на крючок, пропускаю первую вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю столбик с 4 накидами. Приемы авторские. И я их выполняю, используя столбики различной высоты. В данном случае мы используем столбик с 4 накидами. Далее очень внимательно я выполняю воздушную, накид на крючок. И теперь смотрите, ввожу крючок в накид и нить столбика. И выполняю незавершенный столбик с накидом. Накид. Далее незавершенный столбик с накидом. Накид, незавершенный столбик с накидом и еще один, то есть 4 накида, 4 столбика у нас с вами получилось. Далее очень внимательно я пропускаю одну вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок и захватываю рабочую нить. И теперь смотрите, очень внимательно я провязываю по 2 петли на крючке, 2, 2, 2, 2 и 2. Вот такой у нас с вами столбик получился. Мы уже с ним знакомы. Я провязывала такие столбики на основе столбика с 3 накидами. Мы продолжаем с вами работу. Выполняю воздушную, накид. И теперь я захватываю вот таким образом за 2 петли. И опять же выполняю незавершенные столбики. 1, 2, 3 и 4. Далее пропускаю еще одну вершинку, в следующую вершинку ввожу крючок. То есть мы здесь пропустили одну вершинку и здесь пропускаем вершинку. И точно так же по 2 петли я провязываю. Вот таким образом. И вот такая красота у нас с вами получается. Напоминаю, мы с вами выполнили на основе столбика с 4 накидами. Также я дам ссылочку. Я выполняла такой узор на основе столбика с 3 накидами. Продолжаем нашу работу. Я выполняю столбик с 4 накидами, ввожу крючок в следующую вершинку и провязываю столбик с 4 накидами. Теперь мы с вами просто чуть-чуть быстрее повторим все то же самое, что выполняли. Напоминаю, что наш прием располагается на 5 петлях. Далее воздушная и начинаем выполнение. 1, 2, 3 и 4.
Пропускаю одну вершинку, в следующую ввожу крючок и провязываю 2, 2, 2, 2 и 2. Воздушная, накид, провязываем, провязываем, провязываем и провязываем. Пропускаю вершинку, ввожу крючок в следующую и выполняем 1, 2, 3, 4 и 2 вместе. Вот такая красота у нас получается. И так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы выполнили наши вот такие красивые приемы. Еще раз повторюсь, что наш прием располагается на 5 петлях. И я завершаю выполнение ряда. 1, 2, 3, 4. Выполняю столбик с 4 накидами мою вершинку столбика без накида. 1, 2, 3, 4 и 2. Вот такая красота у нас получилась. И первый ряд раппорта в высоту готов. Мы можем приступить к выполнению второго ряда. Это столбики без накида. Я выполняю воздушную работу, разворачиваю. И в вершинку самого первого столбика выполняю столбик без накида. Далее моему приему соответствует 5 петель. И вот смотрите, то есть я буду провязывать 5 столбиков. 1 под воздушную, 2, вершинку 3, под воздушную 4 и вершинку 5. Вот таким образом. И давайте еще раз. 1, под воздушную 2, вершинку 3, под воздушную 4 и вершинку столбика 5. Так мы выполняем наши столбики без накида до конца ряда. Завершу выполнение я вместе с вами. Я завершаю выполнение ряда столбиков без накида. И очень внимательно не забываем провязывать воздушную петлю подъема. Это 6-я воздушная петля подъема или 1-я от моей вершинки. Столбик без накида. Мой второй ряд раппорта в высоту готов. И повторю, что раппорт в высоту у меня 2 ряда. Это ряд моих приемов и ряд столбиков без накида. Вот такая красота у нас получается. И я начну выполнение следующего ряда. И, соответственно, раппорта в высоту вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Работу разворачиваю. 1, 2, 3, 4. Пропускаю первую вершинку. В следующую ввожу крючок. Столбик с 4 накидами. Выполнили. Далее воздушная, накид и начинаем наше провязывание. 1, 2, 3, 4. Пропускаем следующую. И провязываем по 2. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. И далее продолжаем. Воздушная, накид. И провязываем. 1, 2, 3 и 4. Пропускаем, в следующую вводим крючок и провязываем 2, 2, 2, 2, 2. Вот такая красота. И так мы с вами выполняем наше полотно на необходимую нам высоту. Сегодня мы с вами научились вязать уникальный, красивый, необычный авторский прием на основе столбика с 4 накидами. Располагается наш прием на 5 петлях. Раппорт в ширину 5 петель, раппорт в высоту всего лишь 2 ряда.
Вы можете использовать этот прием, разработав сами интересный необычный узор. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. И вот такая красота. Также я выполняла этот прием на основе столбика с 3 накидами. Ссылочка будет под видео. У нас вот такая красота получилась. Обязательно покажу еще приемы на основе более высоких столбиков. Следите за выходом роликов. Огромное спасибо, что комментируете, ставите лайки. И, конечно же, отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной. До новых встреч и творческих вам успехов!